В этом видео я покажу один из самых живописных полетов над США. Удивительная природа Калифорнии, знойная пустыня, заснеженные горы, реликтовые леса и туманное побережье океана всего за 1,5 часа полета. Приятного просмотра! Два часа дня. Мы в аэропорту Лас-Вегаса проходим регистрацию на наш полет до Сан-Франциско. С утра мы проснулись в кемпинге в штате Юта рядом с каньоном Брайс. Проехали на авто более 400 километров, сдали авто в прокат и к обеду уже приехали в аэропорт. Оставалось немного свободного времени, но гулять по Лас-Вегасу днем как-то тяжело. Температура около 40 градусов в тени, сухой и обжигающий воздух, как в пустыне. По сути, это и есть пустыня, Лас-Вегас находится на территории пустыни Мохаве. В аэропорту весьма многолюдно, в США очень развит внутренний туризм, а поездка из Лас-Вегаса по национальным паркам является наиболее популярной среди всех автомобильных маршрутов США. Для тех, кто к природе равнодушен, есть азартные игры и богатая ночная жизнь. В аэропорту Лас-Вегаса есть небольшая экспозиция, посвященная Говарду Хьюзу и его роли в авиации. В России это имя не на слуху, хотя в прошлом столетии он был кем-то вроде нынешнего Илона Маска, бизнесмен, миллиардер и инноватор в авиации. Про этого человека есть отличный фильм «Авиатор» Мартина Скорсезе, где Хьюза сыграл Леонардо Ди Каприо. Аэропорт Лас-Вегаса соответствует репутации города. В полу символы мастей игральных карт, игровой автомат с яркими экранами. Я не любитель азартных игр, но это интересный опыт побывать здесь и увидеть, как все это выглядит вживую. Что ж, а вот и наш самолет на сегодня. Ярко-желтый Airbus A320 Neo. С матрицей название никак не связано, Neo означает New Engine Option, то есть новая модификация самолета с другими двигателями. Конкретно на нашем самолете установлены двигатели от компании Pratt & Whitney, также на данном типе самолетов встречаются силовые остановки CFM LEAP. Самолет совсем новый, выпущенный менее 2 лет назад. Летим мы с авиакомпанией Spirit Airlines, это один из крупнейших лоукостеров в Америке, флот состоит только из самолетов Airbus. В эксплуатации на текущий момент почти 200 самолетов. Фирменная ярко-желтая ливрея по мне так очень здорово выглядит. Честно говоря, я купил билет в авиакомпании Spirit только из-за того, что всегда было любопытно полетать на их ярко-желтом самолете. Из Лас-Вегаса в Сан-Франциско можно улететь разными авиакомпаниями, рейсов много, и у Spirit вроде даже был не самый дешевый билет. Но мое любопытство взяло верх, маркетологи, которые разработали цвет и дизайн этой ливреи, не зря едят свой хлеб. В салоне 174 места, первые два ряда с большими сиденьями, как в бизнес-классе у других перевозчиков. Но поскольку класс обслуживания одинаковый для всех, это все же эконом. Это лоукост перевозчик, а значит кресла не откидываются, бортовое питание и все услуги только за дополнительную плату. Выбор места в задней части самолета стоил $11. Я в этот раз решил не экономить, так как знал, что за иллюминатором в этом полете будет на что посмотреть. У Spirit на законцовках крыльев написано Howdy. Это неформальное приветствие в США, что-то вроде приветик. У Spirit явно все в порядке с дизайнерами и маркетологами. В интернете какое-то огромное число негативных отзывов на эту авиакомпанию, видел даже, что некоторые называют их самолеты летающей тюрьмой и тому подобное. Не знаю, я вообще не заметил ничего, к чему можно было бы придраться. Места для ног достаточно, самолет новый, все было чисто, экипаж дружелюбный и энергичный. Хотя, может, у меня какое-то субъективное отношение к ярким самолетам, SL мне нравится, Wizz Air с их фиолетовыми самолетами, вот еще Spirit с ярко-желтым. Мы тем временем начинаем взлет, на соседнюю полосу заходит на посадку самолет Southwest Airlines.
Откровенно говоря, на борту лоукостера, как правило, ничего не происходит, и рассказывать про удобства или особенности обслуживания особо нечего. Это просто воздушная маршрутка без еды и каких-либо развлечений, которая доставляет из пункта А в пункт Б. Каких-то ожиданий от нее нет, хорошо, если к концу полета спина не затечет. Поэтому я лучше расскажу про то, что видно из иллюминатора. Почти половину пути самолет летит над границей штатов Невада и Калифорния. Траектория полета проходит правее от национального парка Долина Смерти. Так выглядит одно из самых жарких мест на планете с воздуха. Удивительно, но в такой жаркой местности люди приспособились выращивать какие-то растения. Подобные зеленые круги и сектора – это не что иное, как сельскохозяйственные культуры, которые поливаются дождевальной системой орошения, когда длинная поливочная конструкция вращается вокруг центральной опоры и распыляет воду для полива. В Долине Смерти также есть движущиеся камни, природа движения которых ученые пытались разгадать десятки лет. Недалеко отсюда находится таинственная зона 51, которую связывают с изучением НЛО. Меня лично истории про инопланетян не впечатляют, ученым не удалось обнаружить никакие формы жизни в космосе. Даже микроорганизмов и бактерий нет нигде за пределами атмосферы Земли, куда смогли дотянуться исследовательские аппараты. Что уж говорить о какой-то высокоорганизованной форме жизни. Но стараниями масс-медиа многие верят, что здесь есть свидетельство контактов с НЛО. В фильмах много снято, где упоминается это место. Короче говоря, для любителей мистики здесь много интересных локаций. А вот и горный хребет Сьерра-Невада. Удивительно, что рядом с пустыней соседствуют снежные шапки гор. Там внизу расположены национальные парки Секвойя и Йосемити, ради посещения которых мы летим в Сан-Франциско. Природа в этой местности настолько разнообразная, что можно утром загорать на берегу океана, сесть в машину и к обеду скатиться на лыжах по горному склону, заглянуть в национальный парк, полюбоваться огромными секвойями или горными озерами и вечером проводить закат в пустыне. И все это за один день. Мы тем временем начинаем снижение. Строго говоря, наш самолет летит в город Окленд, который находится в пригороде Сан-Франциско. Там находится свой аэропорт, который обслуживает бюджетные авиакомпании, преимущественно Spirit и Southwest, а также грузовые перевозчики. Главный же международный аэропорт Сан-Франциско находится южнее самого города. Он, как и все крупные аэропорты в Штатах, дико загружен, огромное число рейсов со всех концов света прилетает туда, чтобы посмотреть на знаменитый красный мост Голден Гейт, ну и красоту Калифорнии. Из Окленда на общественном транспорте до набережной Сан-Франциско около 1,5 часов. В Сан-Франциско система общественного транспорта вполне жизнеспособна, поэтому прилет в этот небольшой аэропорт нас вполне устроил.
Вот мы и на месте. Перелет оставил положительные впечатления. Билет на человека без багажа обошелся чуть менее $90, но с платным выбором места. Мы покупали его за пару дней до вылета. Все мои ожидания оправдались, соотношение цена-качество вполне себе, так что для перелета без багажа вариант хороший. А нас сразу на нескольких языках приветствует аэропорт Окленда. Движемся дальше.